За родину! Ау! Рука не очень целая. Блядь, прикинь, она смогла! Друзья, в прошлом выпуске мы показали, что при помощи лома кирки из Half-Life с танком ничего не сделать, но справиться ли с задачей гранаты, коих у меня сегодня много, совершенно разные гранаты, положить под каток и вывести танк из строя. Самый распространенный гранат, который можно встретить на наших полях сражений, это РГ-42, TNT, сами понимаете, F1 Лимонка, РГД, ГХО Болгарская, РГН наступательная и самая мощная граната на сегодня это М67 американская. Я бы придумал веревочку, шпагат или да все что угодно, что можно дергать за колечко, но я пока не женат, как видите, поэтому колечки дергаю только так. И в общем я буду их выдергивать и буду бросать сам, и потом пытаться преодолевать пространство какое-то и укатываться вниз. Да, это опасный эксперимент, но чего только не сделаешь ради любимых подписчиков. ГХО-1, болгарская граната, осколочного воздействия. Разжимаем усики, выдираем кольцо и кладем под передний каток. Смотрите, тут может быть повреждено колесо. Может быть повреждена вот это вот ушко такое. И, собственно, сами траки. Может быть, они выйдут из строя. Работаем. Это осколочная граната. И ее я засовываю под танк. И посмотрим, сможет ли он выдержать такое воздействие. Так. Граната не причинила никакого вреда. Немножечко видно, что побились самую малость катки, но ничего. Так, а собственно вот так выглядят поражающие элементы. Вот так. Но и граната взорвалась не совсем там, где я планировал на самом деле. Она взорвалась, чуть-чуть вылезла. Но тем не менее. Да, что-то дела не важно. Может быть, чешку использовать? А то, знаете, я когда психую, я тогда открываю огонь! Вау, вот это попадание! Хотелось бы сказать, и в жизни бы так хорошо попадать, как в игре. Кстати, по поводу игры. После смены руководства в мире танков сейчас реально наводят порядок. И целый roadmap на 2025-2026 год показывает, что разработчики не просто крутят гайки, а слушают реальных игроков. И да, кстати, давайте обсудим roadmap детальнее. Что затрагивает roadmap? Обновление матчмейкера – это новое игровое событие «Разлом». Переработка САУ, переработка специальных снарядов. Обновление событий «Линия фронта» на Марсе Waffentrager. Звучит как Флюга Гекхаймер. Также есть новая карта. Улучшение интерфейса, кастомизация и элементы кастомизации как ресурс. Переработка навыков экипажа, изменение техники и карты по итогам голосования. А дальше еще жарче. В родмапе новый PvE-режим «Разлом» с мистической атмосферой и боссом двухствольным Ратте. Полная переработка САУ без стана навсегда. Тесты спецснарядов, чтобы вернуть ценность брони. Новая карта в начале года. Обновленная кастомизация, переработка экипажа, апдейт линии фронта и голосование игроков за ребаланс техники и карт. И да, на дворе-то осень, так что возвращается легендарный Waffentrager реванш. Формат 1 против 6, новый босс и 5 карт. Ну, тут без комментариев, это уже классика.
Ну и как обычно, не с пустыми руками. Новичкам за вход 6 боевых задач, 3 танка, золото, премиум, миллионы серебра и кучу опыта. Возвращающимся аренда топовых восьмерок и премиум аккаунты. Короче, если в жизни не особо попадаешь, то в игре теперь шансы стали гораздо честнее. Ссылочка в закрепе и в описании. Танкисты по местам. TNT — это значит, опять же, лицензионная копия РГ-42. Очень мощная граната, и ее надо как-то подпихнуть, чтобы она не упала. А? Что-то улетело? Слушай, ну хорошо рвануло. Где что? Это кусочки гранаты, походу. Так, граната взорвалась прям под гусеницей. Вот это не надо было делать. Чуть-чуть поковыряла кусочек. Так, есть мнение, что гранату бы лучше привязать типа изолентой и дернуть за непосредственно колечко. Так будет точная частота эксперимента лучше соблюдена. Давайте так и сделаем. Так, примотаем-ка мы для начала РГ-42. Ну все, дерни за колечко и посмотрим, получится ли. Ё-моё. Вот это уже хорошо было. Ну-ка, посмотрим-ка. Похоже на то, что граната не смогла его повредить. Зубчик-то этот. Но эксперимент был хорош. Покоцал катки. Гранаты РГ-42 нельзя подорвать танк. Финская граната. Она сделана из 60-й мины, фактически обрезанная. Здесь фрагментация чисто чугунная, она очень мощная. Это второе место, это первое место. А вот граната F1 тоже имеет фрагментарность чугуниевую, поэтому ее сейчас прикрутим. Что я собираюсь делать? Мне очень неудобно было сейчас дергать за веревку, потому что, ну, мне было тяжело, грубо говоря, сваливать. Вот. Сейчас я попробую сделать, просто дернуть за веревку, вот отсюда, за короткую, и это получится лучше избежать осколков. Осколочное ранение. Я привязал гранату F1 и сейчас дерну за нее. Поехали. Я же тебе еще и руку. Не так много взрывчатого вещества здесь. Ну, в общем, да, каток целый, походу. Каток целый. Рука не очень целая. Так, ну, в общем, ровным счетом ничего. Чуть-чуть коцается каток резиновый. Ну и на этом все. Следующая РГД-5. Очень мощная наступательная граната, которая имеет фугасное воздействие. То есть в данном эксперименте это самое большое фугасное воздействие на этот элемент танка.
Это было мощно. И еще компания Vickers, когда создавала танковые траки, они должны были очень много проезжать, поэтому была использована сталь Гатфилда. Вот. Не знаю, какая здесь сталь. Думаю, что вы напишите в комментариях. Но даже очень мощная граната РГД-5 никакого существенного вреда гусеницам не принесла. То есть взрывается рядом снаряд, и вряд ли будет с ним что-то. То есть, естественно, это если танковая мина или 152 взорвется, или даже 120-ка, естественно, будут ощутимые какие-то порезы. РГД-5 не смогла справиться с задачей. Остановить танк пока что гранатой не удается. На очереди финская граната, что сделана из минометной мины. Много осколков из чугуни, то есть она вся распадется на фрагменты. Она очень мощная, это я уже проверял. На недельку до второго я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И осколки не очень крупные, может такое, что он даже пополам расколется. И, возможно, это ощутимый результат принесет команданты в сегодняшней битве против танка Т-72Б3М. Погнали! Да, бывало и мощнее. Взрыв был, конечно, не такой солидный, как того предполагало мое предисловие. Очень минимальные повреждения получает танк, противокумулятивную защиту попадает, какие-то осколочки летят, катки, в общем, немножечко разрезает, но они продолжают работать. Значит, время переходить к тяжелой артиллерии. Самая мощная сегодня граната — это американская М67. Причина ее успешности в том числе в том, что у ЗРГМ создает такой щелчок. Пум, и у тебя есть 3 секунды, чтобы убежать, например, или выпрыгнуть. У М67 ничего не щелкает. Ты просто слышишь, как что-то закатилось в помещение. Так вот, это что-то будет сейчас под танком. И, может быть, у нее есть все шансы. Все-таки это наш главный противник, если вы понимаете, о чем я. Ау! Хотя это было жестко. Вот это было мощнее всего. Меня даже такое ощущение, что контузило. Блять, прикинь, она смогла! Офигеть! Офигеть, она смогла! Блять, сука! Офигеть! Граната М67 уничтожила трак и пробила бачок танка. Да, это соляра, или масло. Граната, которая смогла. М67 способна разрушить трак и способна, в общем-то, даже лишить полностью соляры танк. Это значит, что он дальше не поедет. Дальше одна спичка и танк горит. Вот это да. В сегодняшнем эксперименте мы выяснили, что гранатой все же можно уничтожить танк. И его, в общем, не только остановить, но и действительно уничтожить. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, дальше будет интереснее.